Всем привет, друзья! С вами Малина, и это продолжение предыдущего видео, как мы ездили в Белград, в район Земун. Приятного просмотра! Здесь же есть ресторанчик, называется, я так понимаю, Гардош, если я правильно прочитала. Но у них обычно в таких местах, в таких кафе продаются только напитки, то есть без еды. Может быть, кстати, здесь и есть что-то покушать. Сейчас посмотрим на людей внутри. Едят ли они что-то или пьют. Вот такое красивое место внутри. Сейчас посмотрим меню. Ладно. Очень мне нравятся вот эти вот стаканы, бокалы. Давайте смотреть меню. Заказали, друзья, просекко. Смотрите, кто работал в рестиках, понимает, о чем я. Газиков тут нет ни хрена. Ну да ладно. Но я попробовала, оно на вкус вообще далеко не просекко. Это что-то гиперкислое. И вообще, практически не чувствуется газов, как будто это вино. Написано «Прушка гора», типа, вот где мы ходили, пешком. Ну вот. Оттуда. Ну, я говорю, это, скорее всего, сербское. Поэтому вообще уточняйте заранее, откуда просекко, откуда, вернее, шампанское. В общем, мы так пообщались с Серегой и подумали, что всякие мелочи, вот, которые бывают, нас напрягают. Это же мелочи, и на это не нужно обращать внимание, негативить. Произошла ситуация, и произошла, значит, так нужно было. А то, что вот, как я раньше, ходила, если в какой-то рестик, мне сложно было, во-первых, если было плохое какое-то обслуживание, потому что я работала в ресторане, там, менеджером работала, и я знаю, как это должно быть, и как это, просто должно выглядеть для полного комфорта гостей, вот, и когда я приходила в место, где этого комфорта не давали, и мне было очень грустно от этого, даже не грустно, а я злилась, почему в одном месте ценник, даже, может быть, где-то ниже ценник, но обслуживание просто идеальнейшее, а в другом месте ценник выше, допустим, приходишь, и обслуживание плохое. И вот я вот с этим заморачивалась. Мне было неприятно там сидеть, я психовала, бесилась, думала, почему нас должным образом не обслуживают, хотя на это не нужно обращать никакого внимания. Главная цель похода там, в кафе или ресторан – это поесть и попить. Главное, чтобы тебе это принесли. Вот нам как раз принесли сейчас томатный суп и фокаччо. Фокаччо, как у нас было. Вот такой суп. Вот такая фокаччо. Приятного аппетита! Приятно. Ой, очень вкусный суп, кстати. Да? Солененький, да. Это не сравнится, конечно, где мы в Белграде заходили в какое-то место. Я заказывал, да? Да, ты заказывала суп из грибов, который был порошковый, помнишь? Это вообще такое дно было. Хотя место нормальное было, да? Это куда мы заходили? Я что-то забыл. Я не помню, как он назывался. Какое место было открыто, туда и заходили. Хорошо. Да, это тоже еще оливкового масла наполовину. Сразу посолили. У нас фокаччо была с сыром пармезан, соусом песто. Очень вкусная фокаччо. Можно было только фокаччо есть. Я завтра будет скучала. Очень даже достойненько. Несмотря
На кислое просекко. Все довольно-таки очень вкусно. Как Катя. Ой, что-то очень много соли туда посыпали. Ну да. Она крупная еще, да. Как думаешь, она морская? Да, точно. Ну, хорошая соль, но слишком крупная. Ну и слишком много ее. Но они, наверное, так любят. Чисто. Странно, да, когда тебя не спрашивают, любишь ты соль или нет. Не, но тут, наверное, ориентируются на большинство. Обычно люди кушают соль. Что мы ее мало едим, нам непривычно. А что значит на большинство? Люди же все... Ну, помните, всякие мелочи, вот, которые бывают, нас напрягают. Это же мелочи. У нас тут живая музыка намечается. Представляете, как мы попали? Прям в самое прям пекло, можно так сказать. Нам принесли пасту в Нью-Йорке. 4 сыра. Серега сейчас ее осилит. Хоть просекко и невкусный, но паста просто волшебная. Паста в Нью-Йорке, 4 сыра и суп, и фокачча. Еда просто волшебная. Вот о чем я говорила. Хрен с этими напитками. Ну и, конечно же, десертики. 3 шоколада. Очень прикольная и нестандартная подача. И вот этот десерт называется крем-пита. Мы еще ни разу его не пробовали. Как раз хотим понять. Мы думали, что это что-то похоже на Наполеон. Вот, но, как видите, его полость состоит из полностью крема. Вот. И я думаю, это что-то муссовое. Будем пробовать. Так, ну что, первый у нас 3 шоколада. Проба. Надо резать, наверное. Достаточно плотный десерт, нелегкий. Видимо, добавили очень много шоколада. Это, конечно же, подкупает. Шоколад, кстати, вкусный. Кстати, похож на птичку. На нашу. Попробуем. Пробуем крем-пита. Попробуем этот крем. Ну да, прям на птичку очень сильно похоже. На такую нежную птичку. Поэтому их, наверное, не удивит эта птичка местная. Ну да, крем-пита еще, та же самая птичка. Что, чек у нас вышел 3280 динар. Это около 2000 рублей. Было все очень вкусно, все съели, обожрались. И идем сейчас в центр гулять. Посмотрите. Ну, разве не райское местечко? А вид-то какой. Но мы не стали на улице сидеть, как вы замечаете. Никто сейчас не сидит на улице, еще сильно прохладно. Но я думаю, что, может быть, когда-нибудь можно было бы сюда вернуться в теплое время суток и, так сказать, потрапезничать на улице. Красота. Еще трек прям в тему. Боб Марли. Украсили кафешку на День всех влюбленных.
Очень миленько вышло. Прям безумно миленько. И такой красивый закат. Вот. Вау! Yeah. И, у нас уже темнеет. Мы сейчас двигаемся в сторону торгового центра Белград. Вроде так он называется. На набережной находится? Находится он на набережной. Мы еще там не были ни разу. И на новой набережной мы тоже ни разу не были. На новой набережной я имею в виду нигде сторона Нового Белграда. Там как раз-таки неаккуратная набережная. А со стороны старого города сейчас как раз пройдемся. Там все аккуратненько. Аккуратненькие дорожки. Красивые фонарики. Идем здесь по грязи. Коротаем путь до солнца. Время на вес золота, поэтому... Новая обувь. Вот сейчас мы идем вот сюда вниз на эту набережную красивую и в ту сторону. Где-то там у нас торговый центр, мы в него сейчас тоже зайдем. Вот мы спустились уже на эту красивую набережную. Ну, что я могу сказать? Здесь волшебно. Волшебно, красиво, приятно. Ну, запах, да, более-менее. Ой, вообще обалденно. Венецианский запах. Ну, прям чувствуешь, различаешь? Вау, красота какая. Мы настолько уже одичали, что такой красоты давно не видели. В Москве не были. Уже, да. Не, ну вообще отпад. Очевидно на телевизии. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Кафетерия такая красивая. Виды прекраснейшие. Очень много русских здесь. Сербы приветливые. Кстати, ездят трамваи по мосту. И я думаю, что очень сильно отражается на вот этих вот домах, что им очень-очень сильно это все слышно. Даже несмотря на то, что вроде бы, да, казалось бы, новые дома, и, скорее всего, там стоят какие-то нормальные шумоизоляции хорошие. Я думаю, что все-таки этот трамвай 100% им слышно. Если вдруг кто-то жил в таких домах или живет, расскажите, как вам. Здесь идет какая-то стройка, нам нужно идти вон туда, а там торговый центр находится. Здесь очень прикольные квартирки, видимо, у них остекление в пол. И вид, ну вот, когда стройка закончится, будет на вот такое прекрасное здание, которое недавно совсем построили. Ну как недавно. Так, мы дошли до торгового центра, называется он галерея Белград. На первый взгляд смотрится очень-очень красиво. Если судить по
всем ТЦ Сербии, то это, похоже, люкс-класс. Посмейтесь вместе нами. Че, идем, забираем? Вот здесь есть такой шар в виде якобы нашей Земли, планеты. И здесь у нас получается Бали, Индонезия, Бали, Австралия. Вот Америка, Северная Америка. Иди вперед. Что, поехали? Вау! Вау! Обалдеть! Обалделабл! Ну, вот это я понимаю. Красота. Даже видео не передаст эту красоту. Обалдеть! Красиво. Что, все слова закончились. Обалдеть, красиво. Вау. Вот так вот. Здесь центр солнца, надо нам кафе открыть. Ресторан. Скоро на этом месте откроется наше кафе. Короче, опять бежал. Мы вечно не успеваем на электричку. Короче, мы бежали очень долго. И опять в последние просто секунды, минуты забегаем в вагон. Чисто, знаете, вот это вот, типа, подбегаешь вроде бы за 10 минут к поезду, а тут там 5 человек просто еще, да, нереальная в очереди. очередь, да. И все тупят. Очень все долго делают. Блин, горы вообще. Но мы успели забежать. Так что поздравьте нас. Спасибо. Нам полагается капучино. Да, нам полагается вкусное что-нибудь обязательно. Ну вот и все. Мы в Нови-Саде. Хорошо, что у нас автобус прямо вот здесь где-то останавливается. Это так прикольно. На самом деле, что-то мы сегодня находились, набегались, то с утра бежали на поезд, то вечером бежали на поезд. Вот. Такая пробежечка у нас была. Да, наелись. Вот. Как-то ноги вообще уже не слушаются, уже хочется. А, у нас автобуса нет здесь, да? Супер. Чё? Здесь должен наш автобус быть. Надеюсь, сегодняшний день вам понравился. Мы постарались выложиться по бабкам. По бабкам. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. Ставьте лайки и пока!